валится почти на 3% валютная пара доллар-иена, это аномальное падение, и валютная пара фунт-иена. Я сегодня перед падением продал фунт-иену по сигналам своего сканера трендов. Вот здесь в таблице вы видите фунт-иена, доллар-иена, и вот здесь вы видите точка входа 1, точка входа 2. Давайте возьмем мой стоп-лосс, второй позиции потянем вот сюда. В принципе, уже можно готовиться фиксировать прибыль. Почему? Потому что посмотрите, насколько глубоко вот эти две линии, мы о них чуть позже поговорим, и можно ожидать резкий прыжок наверх. Я установлю свой take profit на круглое число 213 вот сюда, даже чуть-чуть повыше, с запасом 213 100. Хорошее соотношение получается. Да, посмотрим, дойдет ли цена до тейка или до трейлинг стопа, который вот здесь. То есть мы двигаем стоп за красными точками. И чуть позже я вам расскажу, почему была продажа вот здесь, где я поставил вертикальную линию. Для дневного трейдера самое важное — это найти подходящий рынок для торговли и место для присоединения к тренду. И вот сегодня мы об этом поговорим после завершения этой позиции. Снимаем прибыль. Посмотрим, что получилось у меня по соотношению. Стоп-лосс у меня был 81 пункт. Take profit у меня получился 340 пунктов. Take profit второй позиции. А take profit первой получился 110 пунктов. То есть вы можете суммарно посчитать. В одной позиции у меня риск 2%. Вы можете посчитать, сколько принесло вот это движение мне прибыли. А теперь давайте сосредоточимся на процессе. То есть как такие ситуации мы с трейдерами распознаем. Первое. Мы используем алгоритмы, которые по заданным критериям находят для нас подходящие рынки. Вот сегодня по Москве это было 4:30, да, около того. Пришла информация вот сюда на радар, то, что фунт-иена sell. Вся строчка, видите, одного цвета. Это говорит о том, что все критерии совпали в моменте. Я нажимаю на кнопку, то есть вот таким образом. Нажимаю на кнопку, и у меня загружается вся система и все критерии. И в моменте, без перехода на другой таймфрейм, без переключения графика, без каких-то лишних пустых действий, я сразу заметил следующее. Я заметил то, что красный столбик гистограммы, который определяет силу тренда, упал ниже 50 и в моменте находится 86. Минус 86. Если такое происходит, это говорит о том, что мы находимся в очень горячем, нисходящем тренде. И для нас это отличная возможность присоединиться к нему на самой ранней стадии, потому что продавать, вот, например, сейчас фунт-иену, это уже поздно. Угу. Основные, как говорится, пирожки уже раздали, да, горячие. И кроме этого, я заметил то, что две линии моментума поверх гистограммы, они снижаются, и обе находятся также очень низко, ниже минус 70. Между ними есть расстояние. Это все говорит о том, что нужно принимать решение о продаже без промедлений, потому что мы находимся в очень горячей фазе тренда. Угу. Соответственно, вот здесь я открываю две позиции. Стоп-лосс за вот этой большой нисходящей свечой, видите? Вот эта свечка. То есть она еще формировалась, когда я продавал. Это вот 12% прибыли только на этой ситуации, не считая той, которая у меня была на индексе Великобритании. Я присылал сделку в реальном времени в телеграм-канал. Я оставлю ссылку под видео, вы можете пройти и посмотреть. А также есть там короткое видео, где я рассказываю о критериях входа в рынок на разворот, то есть против тренда. Очень важно найти именно правильный рынок, потому что вы можете сосредоточить свое внимание, например, на валютной паре фунт-доллар, которая тоже растет, но не так быстро, не так существенно дает прибыли, как дает, например, фунт-иена и доллар-иена. Обратите внимание, рынок отскакивает.
Это абсолютно закономерно, да, после такого сильнейшего падения, да, почти 3% падает доллар-иена, 2,5% падает фунт-иена. Это аномальное движение, но именно на таких движениях мы зарабатываем существенные профиты. Вот даже на этой строчке вы видите, какой рынок сильнее, какой слабее, какой лучше выбрать, кому отдать предпочтение и так далее. Вот видите, я сделал небольшую сортировку, и доллар-иена, фунт-иена отправились наверх. Будем просто наблюдать, потому что после таких существенных падений может быть резкое, как я это называю, отпружинивание, да, абсолютно закономерное. И более того, в дальнейшем, в течение остальной части торговой сессии цена может вот так двигаться. Вот так. И все. То есть замерзнуть. Резкий моментум на 30-40 минут. Я всегда трейдерам говорю то, что вот эта передняя сторона тренда, она существует не так долго. И в дальнейшем, да, тренд может снижаться, но уже не с такой скоростью, и с более вероятными какими-то резкими отскоками наверх, и там ты практически ничего не зарабатываешь. То есть вот оно. Да. Самое горячее место для трейдера. Вот сейчас мои клиенты вышли по трейлинг-стопу вот здесь. То есть трейлинг-стоп – это когда мы берем стоп-лосс, второй позиции двигаем за красными точками, двигаем с небольшим отступом, да, чтобы не вылететь, как вот здесь. И когда уже цена пробивает эти точки, все. Отмена, да, продаж новых и также выход по трейлинг-стопу, ну, практически где я вышел. Я вышел 213, 278, да, цена пошла чуть ниже, то есть я взял почти все, что здесь давал рынок. И благодаря тому, что в этой системе все абсолютно прозрачно и объективно, как по тренду, так и на разворот, очень легко переключаться между этими состояниями рынка, да, и этими сигналами, при этом не запутываясь и не поддаваясь какой-то вот панике или хаосу, там все скорее, быстрее. То есть ты спокойно работаешь, не форсируешь события. То есть нам не обязательно скорее торопиться в контртренд, потому что лучшие сделки против тренда тогда, когда, видите, вот эти линии, они пересекаются снизу вверх. Вот если вот эта линия, которая находится внизу, пересечет верхнюю линию, то это создаст для нас идеальные условия для поиска покупок. Это будет сигналить о том, что рынок окончательно растерял силу. Пока этого не произошло, мы просто наблюдаем. Я полагаю, что здесь не будет продолжения серьезного тренда. Скорее всего, что-то вот в этом духе. Что-то вот такое уже. Более нейтральное. То есть и не контртренд существенный, и не тренд. Причем среди всех рынков, там золото, нефть, индексы и прочее, вот, кстати, NASDAQ появился, среди всех рынков иена оказалась лучшим вариантом. И вот это тоже важно, да, умение отбирать рынки. У меня есть PDF, который я разработал специально для новичков, чтобы вы, прочитав его и посмотрев там на скриншоты, на объяснения, как я нахожу сильные рынки, для себя сделали выводы и, возможно, что-то добавили в свою систему или начали ее разрабатывать, именно ориентируясь на ту информацию, которую я даю вам в PDF. А ну-ка, давайте посмотрим NASDAQ. Возможно, NASDAQ быкует. Да, NASDAQ быкует. Посмотрим на 5-минутный таймфрейм. Вчера, кстати, развивался медвежий рынок. Я в телеграм-канале трейдерам присылал медвежий рынок на индексе NASDAQ. И мы здесь заработали не так много, да, но тем не менее взяли профит. И вот сегодня уже противоположный моментум, бычий рынок, но пока нет такой силы. А если вы внимательно посмотрите на один очень интересный момент, вот посмотрите сюда. Во-первых, вы заметите то, что дистанция между линиями не такая большая, это раз. Вы заметите, что осциллятор не так высоко, это два. То есть здесь присутствует тренд безо всяких вопросов, но у него нет такой силы, как мы видели на валютной паре фунт-иена. И то же самое на доллар-иене. Вот и разница. То есть это хороший тренд, классический тренд. Возможно, здесь даже можно купить, и будет шанс немного заработать. Но после того, что мы видели на фунт-иене, это по сравнению с ним совсем не то.
Мгм. То есть тренды тоже бывают разные. И умение различать сильный или слабый тренд дает вам колоссальное преимущество перед другими трейдерами и открывает вам огромные возможности для профита с помощью, как я всегда говорю, трейлинг стопа, то есть второй позиции. Ты продал здесь быстрый профит, стоп второй без убыток и дальше двигаешь, чтобы захватить большую часть движения. Мгм. То есть мой второй тейк был в 2 раза больше, чем первый тейк. Мгм. А в отдельных случаях будет в 5 и в 10 раз больше. Потому что были случаи, когда мы ловили колоссальный просто тренд, он идет бесконечно вниз, 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 и ты преследуешь его, пока он не развернется. Ты не знаешь, в какой конкретно день, на каком рынке, когда это произойдет и произойдет ли. Но ты всегда готов с этой системой, вот в чем дело. У тебя есть инструменты, которые тебе позволяют обнаружить рынок, четко знать, где войти и как остаться в этом рынке дольше. Все. Больше тебе ни о чем заботиться не нужно, кроме как соблюдать это. И я, например, сегодня не знал, что будет на валютной паре фунт-иена. Я не знал, поймаю ли я такое движение или нет. Я не знал, будет ли здесь моментом, но я видел у правого края графика, вот здесь, то, что ситуация идеальная для того, чтобы торговать. Вероятность крайне высокая, что будет падение. Мгм. Понятно, что это не гарантия. Мы торгуем вероятности. Мы торгуем закономерности вокруг индикатора, вокруг цены. Это дает нам что? Визуальный стимул. То есть возможность для нашего мозга различать ключевые моменты для конкретной ситуации. То есть обращать внимание на те вещи, которые важны для тренда, важны для разворота. Это и есть визуальный стимул. Мгм. Автоматически отсеивается шум. Вам не надо больше думать над тем, как мне отсеять шум, как мне убрать лишнее. Когда ты натренируешь свои глаза замечать одно и то же, то, что я вот говорю, например, линии моментума, уровни, данные тренд-сканера или там другого сканера, например, контртрендового. Все, твое внимание автоматически каждый раз будет направлено на нужные вещи, когда ты получаешь сетап или сигнал в таблице. Понимаешь? И ты, репетируя это каждый день, становишься автоматически дисциплинированным. У тебя нет внутренней уверенности, нет доверия к тому, что ты делаешь, потому что ты это не репетировал постоянно. Твои действия разные. Вот и весь секрет. Мгм. Кроме того, посмотри на индекс NASDAQ. Посмотри, как много цена прошла. Вот сюда, посмотри внимательно сейчас. Видишь, цена прошла 2,6%. Это очень много. Средний диапазон, дневной диапазон индекса NASDAQ за последние несколько дней составляет как раз это значение около там 2,3, 2,4. То есть мы даже больше этого значения. Какова вероятность, что NASDAQ пойдет дальше наверх? Минимально. Понимаешь? Это объективный параметр. Ровно такой же, как я тебе говорю, когда две линии снижаются, между ними расстояние или осциллятор ниже 50, или вот здесь линии пересеклись, уже это контртренд. Угу. Этот тренд исчерпал себя. В моменте, прямо здесь сейчас. Без необходимости смотреть другой таймфрейм, без необходимости что-то подтверждать и прочее. Без каких-то суждений, основанных на ощущениях или интуиции, как мне иногда говорят, трейдеры – это интуитивное решение. С чего вдруг? Знаете, что происходит, да? Как фунт-иена понемногу поворачивает обратно. Линии еще не пересеклись, но уже близко-близко друг к другу, видите, да, вот здесь? То есть все. На фунт-иене мы сегодня закончили. NASDAQ нельзя покупать. Почему? Потому что цена очень выросла. Скорее всего, NASDAQ упадет ниже или просто будет здесь болтаться чуть ниже, чуть выше. Сейчас я использую очень точные критерии оценки силы и слабости тренда, и все это автоматизировал. И теперь это из себя представляет единую систему для торговли по тренду, на разворот и против тренда. Если вы хотите ее подключить, я оставляю ссылку под этим видео. Присоединяйтесь и встретимся на обучении в личном кабинете, либо в телеграм-канале и в новых тренингах на YouTube. Все, пока, до связи.